Внимание! Внимание! Зимние внедорожные испытания «Автохоум» начинаются. Обратный отсчет пошел. 3, 2, 1. Друзья, приветствуем вас на внедорожных ледово-снежных испытаниях. И без лишних слов переходим к делу. Мы приготовили 25 новых энергетических автомобилей с полным приводом. Каждый из них громко заявляет о себе. И для чистоты эксперимента мы также пригласили 4 старичков, классических бензиновых внедорожников. Впереди 8 зимних испытаний, чтобы проверить предел проходимости каждого. Именно сейчас, когда волна электромобилей набирает невиданную силу, мы поможем вам увидеть их истинные способности. Кто же мог подумать? Обещали крутого монстра, а он бац и превратился в ебненка. От супергероя до полного провала. Всего один подъем. При всем желании не получается взобраться. С неба свалилась огромная проблема. Кто сумеет ее разрулить? Эй, у меня очки упали. Смотри, не раздави. Впервые в мире, в лютый мороз, в гигантской ледяной чаше диаметром 30 метров и глубиной 5, проверим, на что способны полноприводные автомобили. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Ford Bronco, версия 1966, Bigfoot. Это один из самых легких автомобилей в нашем заезде. Он уже практически взлетел на стену. Улыбка до ушей. Вот оно, состояние души владельца Ford Bronco. На сцену выходит Leopard Titanium 7. Сейчас я нахожусь на самом верху чаши. Только посмотри на этот угол. С мощностью и полным приводом полный порядок. M-Hero M817. Поднимаемся наверх. Угол крена сейчас 25, 29, 30, уже 36 градусов. Это сильно впечатляет. И тут мы мгновенно перемещаемся в Аито М9. Какой резкий контраст, вы не находите? Серьезно, эта машина — воплощение роскоши. Сразу видно, вес у нее, конечно, приличный. Чуть скорость упала, и ее тянет вниз. А как только скорость увеличивается, он уже почти на вершине. Ай-яй-яй. Эй, у меня очки упали. Смотри, не раздави. Надо же, и очки не удержались. Это испытание становится все интереснее. Mercedes G580 – самый дорогой хардкорный внедорожник здесь. Звука мотора нет. Действительно как-то скучновато и неэмоционально. Это уже не тот Гелендваген, что мы знали в эпоху бензина. Это продукт совсем другого времени. Невероятно мощный электрический Гелендваген с 4 электромоторами. Toyota Land Cruiser Prado — это самое молодое поколение. Раньше вряд ли можно было бы использовать выражение «куда рулю, туда и едет», описывая настоящий внедорожник. Но новое поколение Prado дарит именно это ощущение. Гибридный Haval Raptor. У этого автомобиля тоже огромная армия поклонников. Он скользит и скатывается вниз. Давай-ка поднажми. Ничего себе! Вы уверены, что этой машине вообще разрешили сюда заезжать? Чисто электрический, большой шестиместный Lysian i8 также участвует в таком суровом испытании. Посмотри-ка, идет очень хорошо. Пилот говорит, это перевернуло его представление о машинах. Главная фишка этого автомобиля в том, что он едет не быстро, но при этом на вершине склона, как вкопанный. Корма тоже не отстает. На малой скорости ее не сносит вниз. Это Янван! В этом автомобиле комфорт превыше всего. И он без сучка, без задоринки забрался на самый верх. Невероятно комфортно. Прекращай дразнить. Давай, поднимайся выше. Если ледово-снежная чаша вам показалась просто забавой, не беда. Это была разминка. Далее нас ожидают настоящие ледово-снежные тесты. Мы готовы? Да, можно начинать испытания.
Любой внедорожник, осмелившийся назвать себя полноприводным, обязан обладать базовыми навыками проходимости. Склон с переменным сцеплением, снежный А-образный подъем и вызволение из снежной ловушки с роликами. 3 теста для 29 машин. Давайте посмотрим, чей полный привод окажется просто фиговым листком. Неожиданно все модели успешно прошли А-образный подъем и испытания роликами. А особого упоминания достоин Лисян i8. В ходе теста блокировка пробуксовки срабатывает четко. Полный привод выдает достаточно тяги. Распределение момента равномерное. Логика электроники явно была грамотно адаптирована для бездорожья. Чувствуется даже дух настоящего внедорожника. Под скромной внешностью скрывается настоящий зверь. Теперь посмотрим на автомобиль с низким клиренсом, славящийся управляемостью на асфальте. Tesla Model Y. Распределение момента и работа системы против пробуксовки на высоте. Проходит препятствие легко и изящно, без намека на промедление. Да, многие называют ее голой комнатой, но в ответственный момент она никогда не подводит. А вот двоюродные братья NIO ES8 и ONVO L90. Старший брат не справился, а младший показал, на что способен. У обоих система полного привода явно не заточена под грунтовые покрытия. Блокировка пробуксовки включается с опозданием, усилие слабовато. Обороты передних и задних колес заметно расходятся. Но младший брат ONVO L90 все же справляется с испытанием. Теперь взглянем на троицу Аито. М7 и М8 показали себя очень зрело. Блокировка пробуксовки срабатывает быстро и эффективно. Положение при подъеме стабильнее некуда. А вот их старший брат М9, которому по статусу полагалось бы быть самым опытным, уступил младшим. Сказался солидный вес. К тому же неравномерное распределение момента. Передние колеса получают заметно больше, чем задние. Это вызывает раскачку передка. Ожидания от Xiaomi YU7 совершенно не оправдались. Калибровка под грунтовку явно не проводилась. Буксующие колеса отчаянно вращаются в холостую. Конечно, тут же найдутся те, кто скажет: «Мой автомобиль создан для Нюрбургринга, а вы заставляете его заниматься этой грязной работой». У Zeekr 9X в начале, при подъеме, была нерешительность. Но после вмешательства электроники момент на 4 колеса распределился отлично. В целом процесс прошел стабильно. Хотя это и люксовый SUV, но режим покорения подъемов у него обязан быть, даже если и не пригодится. А вот Leopard Titanium 7 и Haval Raptor всего лишь выглядят более внедорожными. У Titanium 7 распределение момента по осям достаточно сбалансировано. У Raptor же наблюдается некоторая разбалансировка, вызывающая заметную раскачку. Но у обоих работа системы против пробуксовки оставляет желать лучшего. После предварительного тура мы отобрали 12 участников для финала. И теперь будем повышать ставки. Посмотрим, кто же дойдет до конца и посмеется последним. Для этого мы приготовили 4 испытания высшего пилотажа. Оставшиеся претенденты пройдут их по очереди. Как только испытание провалено, участник выбывает. Дальше играем на вылет. Поехали! Первым вступает в бой Yanvan U8. Это самый дорогой и самый навороченный китайский внедорожник. Для таких, как U8 и электрический Гелендваген с их 4 электромоторами, рассуждать о традиционных внедорожных алгоритмах блокировки просто бессмысленно. 4 электромотора у Yanvan U8 обеспечивают сверхточный контроль тяги на каждом колесе. Это можно назвать абсолютным превосходством. Как только колесо с одной стороны вывешивается и начинает буксовать, тяга на нем мгновенно блокируется. На колеса с хорошим сцеплением подается вся мощь. В этом агрессивном режиме вы не увидите ни одного колеса, бешено вращающегося впустую. Блокировка пробуксовки работает идеально.
У электрического Гелендвагена сзади используется модифицированный неразрезной мост типа D-Dion, который еще и дополнительно защищает электромоторы. Ход задней подвески используется по максимуму. Янван Ю-8 с его огромным кузовом и весом в 3,5 тонны на заснеженном и мерзлом покрытии сохраняет ювелирный контроль над тягой. Это слишком стабильно, друзья. Уверенная, стабильная поступь. Он совершенно ничем не хуже Гелендвагена. А в лагере традиционного топлива старые зубры все те же. Новый Прадо, хоть и обзавелся электрической начинкой, основа та же. Старая школа Toyota не подвела. Отдача мощности плавная, стабильная и уверенная. Видите? Никакого сопротивления. Две блокировки, центральная и задняя. Плюс мощная электронная блокировка пробуксовки. Ямы и ухабы проходятся играючи. Система контроля тяги работает очень быстро. Взбирается очень легко. Вершина взята. Однако некоторых старичков жестоко смыло волной на берег. Джип Wrangler с его двумя жесткими блокировками, пятирычажными неразрезными мостами спереди и сзади и отключаемым стабилизатором. Все, что нужно, у него есть. Но на ледово-снежном крутом склоне, где нужна и скорость, и момент, Wrangler Rubicon, созданный для скалолазания, оказался не в своей стихии. В режиме понижайки крутящий момент на колеса увеличивается в 4 раза. Момент есть, а скорости вращения колес нет. А при переключении на повышенную передачу блокировки отключаются, и система контроля тяги работает с перебоями. Когда нужна блокировка, нет скорости. Когда скорость есть, нет блокировок. Wrangler, провалив последнее испытание, вылетает. Land Rover Defender делает ставку на простоту и удобство. Умеешь водить или нет, неважно. Кнопка «Вседорожный режим», и компьютер сделает все за тебя. Эта его электронная начинка, пожалуй, среди всех почти что настоящих внедорожников уникальна. Уровень интеллекта очень высок. Жаль только, что нет передней блокировки. На финишном крутом склоне компьютер уже не в силах просчитать ситуацию. Как ни старайся, заехать не получается. Для Defender игра также окончена. А теперь о двух самых компактных участниках. Благодаря их успехам на отборочном этапе мы решили проверить, на что они способны на пределе. Где их потолок? Испытание показало, что у Titanium 3 слишком мало мощностей, и усилие блокировки пробуксовки слабое. Результат был предсказуем. Застрял на холмах. Все-таки это городской компактный SUV. Да, у этой машины полный привод, но для серьезных подъемов он, конечно, слабоват. С распределением тяги есть проблемы. А iCar показал, почему он достоин названия Super V23. Во-первых, колеса разнесены по углам, кузов компактный, почти как у Suzuki Jimny. Он действительно может. Плюс мощная отдача. И блокировка пробуксовки срабатывает быстро и эффективно. Мой Джимни вернулся. В итоге iCar с легкостью прошел все препятствия. Но чудеса случаются не каждый раз. Следующий на очереди Zeekr 9X. В народе его называют «Восточный Rolls-Royce Cullinan». Мощности у него, конечно, с избытком. Все-таки сила и настойчивость творят чудеса. Немного зацепил днищем. Это все из-за длинной колесной базы. Со скрипом, но проходим. Zeekr 9X сильно отличается от других участников. Все же он не создан для бездорожья. Отсутствие блокировок ограничивает все мысли о нем. И его поражение на финальном этапе было вполне ожидаемо. Сказывается и большой вес, и малый угол въезда.
Оставшиеся участники успешно преодолели все 4 препятствия. M-Hero M817, у которого нет ни понижайки, ни блокировок, прошел их на одной лишь электронной системе контроля тяги. При этом ведет себя так, как будто блокировки у него все же имеются. В итоге M-Hero без труда оказался на вершине. Jetour G700. За цену около 300 тысяч юаней. Наверное, это самый оснащенный внедорожник на новой энергии. И спереди, и сзади настоящие блокировки. Пониженная передача. Он укомплектован под завязку. И показал нам, как современные технологии превращают езду по бездорожью в легкую прогулку. А гибридный Tank 500 буквально насмехается над своими конкурентами. При наличии передней и задней блокировок без малейшего напряжения проходят все препятствия. Непринужденно въезжает по крутому склону и уверенно завершает испытание. На этом наши ледово-снежные внедорожные испытания завершены. И вот их результаты. Что и говорить, сегодня, в эпоху стремительного развития новых источников энергии в Китае, мы видим гораздо больше возможностей. И совершенно по-новому осознаем технологии полного привода. Ждем новых, еще более совершенных моделей, которые появятся перед покупателями в ближайшем будущем. И впереди у нас еще больше профессиональных и увлекательных автомобильных выпусков. Подписывайтесь. И до новых встреч на канале.